Неполная семья. Значит, первое, что наиболее плачевный вариант, когда нет мамы. Когда есть мама, это менее плачевный вариант. Тяжело, когда мама растит сына. Дочь, она может вырастить одна. Сына, когда растит мама одна, есть свои сложности. В чем сложности? Сложность номер один. Мама обижена на мужчин. Если мама обижена на мужчин, если у мамы нет почтения к мужчинам, у нее нет уважения к мужчинам, это означает, что она будет получать серьезные уроки через своего собственного сына. И, как правило, когда мама критикует своего бывшего мужа, то она на самом деле пилит корни, которые питают ребенка. Поэтому задача номер один – никогда не критиковать своего бывшего мужа. Наоборот, сказать, что это у нас были какие-то сложности, но ты, на самом деле, дитя любви. Вот это очень важно, то, что вы должны донести до ребенка. Как бы вам обидно не было, как бы вы ни считали, что это он вообще нет, вы должны найти в себе силы признать, что в конечном итоге ребенок на самом деле, даже если были обиды очень сильные, все равно для ребенка это очень важно. Для ребенка очень важно знать, что отец во многом ошибался, да, но тем не менее в нем были какие-то хорошие качества, и хорошие качества подчеркнуть. И когда вы сравниваете ребенка, вы скажите, в тебе есть хорошие качества от твоего отца. Никогда не говорите, весь своего папашу. Это самое худшее, что вы можете сделать для ребенка. Следующий момент. Даже если у вас нет, обязательно нужно найти мужчину, который бы вас вдохновлял, в том смысле не мужчину, а в роду, там, папа, дядя, дедушка, на которого бы вы давали ему равняться. И если такого мужчины нет, значит, такого мужчину нужно найти, вот, например, эта книга. Это книга о настоящем мужчине. И если вы своему сыну будете читать эту книгу, поверьте, он вырастет настоящим мужчиной. Потому что это ему дает чувство, что такое вообще быть мужчиной. Для женщины, это мой учитель, он говорил, что женщина своей интонацией, даже тогда, когда она читает книгу, да, она может воссоздать этот образ мужчины. И для мальчика очень важно, чтобы у него внутри вот это пространство мужское появилось. И это самая главная задача женщины. Это то, что касается неполных семей. С девочками проще, да? С девочками проще, да. К девочке тоже нужно привить уважение к мужчинам. То есть никогда не критикуйте, вообще забудьте вот это вкус критики. Потому что девочка, в конце концов, через вас этому обучает. То есть через вас обучается уважению к мужчинам. Вот. Еще какой момент. Очень важно, когда вы строите с кем-то отношения, с мужчиной, с другим, очень не думайте, что вы приводите папу для своего ребенка. Папа у него уже есть. То есть не ищите папу для своих детей. Очень важно, чтобы этот человек стал другом. И очень важно понять, что стать другом нужно время. Он не может быть, по отношению к ребенку в требовании, что я вот тебе тут то-то, то-то, ты чё там. Потому что дети, они очень искренние. И дети, они тестируют очень легко какие-то внутренние вещи. Вот. Поэтому и ребенку вы должны сказать, что то есть я буду очень счастлива, если у вас получится отношения, то есть не тот, ты теперь должен, вот твой дядя, и этот дядя, вот он теперь там папа Миша и так далее. Вот не надо ребенку наставить, потому что женщина потом 5 рассталась, и теперь у него папа Миша, папа Гриша, папа Саша, и он теперь думает, Господи, помилуй. Реально, это, знаете, это из реальной практики. Ребенок говорит, знаете, у моего папы Миши, который жил тогда-то,
Да? А вот сейчас у моего папы Гриши. И попробуй теперь докажи, что, оказывается, этот не папа, и тот не этот. Поэтому не спешите с этими вещами. То есть понятно, что как женщина вы хотите устроить свою жизнь, это нормально, да? Но имейте в виду, что у вас первая ответственность – это ответственность матери. И ее у вас никто не снимал. И своему будущему мужчине вы тоже говорите, что, знаешь, ты не можешь меня любить одну, потому что я вот со своей кармой еще. Да, то есть у меня есть какая-то судьба моя, да, и моя судьба – это ты не можешь меня теперь взять одну. То есть ты можешь вот каким-то образом подружиться с ребенком. И мне это очень важно. И никогда не будет так, что то есть ты будешь просто мной наслаждаться, потому что моя душа на самом деле, я еще мама. И этому мужчине нужно рассказывать об этом изначально. Потому что если вы чувствуете, что он недостаточно серьезен к этому, да, не вступайте в эти взаимоотношения. Потому что это будет беда. Беда и для вас, и для ребенка. И ребенку это будут лишние шрамы. И когда вы будете каждый раз приводить какого-то нового, это будет в конечном итоге вы станете врагами. Вот поэтому тут очень деликатная тема. С мужчиной нужно искренне говорить и искренне расспрашивать об этом.